Друзья мои, всем здравствуйте! Добро пожаловать в новый ролик. И в этом ролике я отправляюсь в путешествие на этом автомобиле. Сзади у меня спальное место, меня ждет длительное, увлекательное путешествие. И эта машина будет моим домом. Меня довольно-таки частенько спрашивают, а что у тебя за другая новая машина? Ну, она не новая, но да, другая. Что за машина? Расскажи. Сейчас расскажу и покажу, пока буду ехать. Приятного вам просмотра. Так, пока я стою на светофоре на поворот на Ленинградку. Первым делом, когда ты покупаешь автомобиль, что нужно сделать? Правильно, поменять масло, посмотреть ремень ГРМ. В общем, обслужить машину. Чем я, собственно, и занялся. Выдайте премию тому, кто придумал, как открывать здесь долбанный капот. Антифриз течет рекой, называется. Да. Потом я увидел утечку антифриза, это оказался корпус термостата. В итоге я сам не стал возиться, было холодно, отвез машину в сервис. И мне там ее починили за 8000 рублей. Я пока тут пытаюсь накачать себе матрас. Буду впервые в этой машине спать. Ни разу здесь не ночевал. Ну вот и проверим, как оно. Ну, короче, как-то так. Будем спать. На этом мои полномочия все. Я спать. Доброе утро мне. На часах 6 часов 5 минут утра. Надо вставать. Кстати, комментарий по поводу спать в этой машине. Слушайте, вполне себе приемлемо. Намного лучше где-либо вообще. В какой машине бы я не спал, здесь, по крайней мере, комфортнее всего было спать. Тем более зимой. Вот такие вот замечания. Универсал вещь. В общем, несколько раз поднимал на подъемнике, смотрел, что там, думал даже, подкрашу днище, чтобы эту зиму хотя бы оно пережило. Там совсем ничего не осталось от днища, от лонжеронов, от чего, ну хотя бы так.
провалилась. Нормально. Вроде держится. Жесть. Усилители. Охренеть. Это все сгнило нахрен. Ё-моё. Стабилизатору хана. Его тут просто нет. Здесь еще есть. Болт, что ли, выпал? А чё у меня кузов-то весь идет? А чё вот он идет? Потому что его нет? Наверное, да? Охренеть просто. Жесть. Это, ребята, просто жесть. Здесь все то же самое. Как это все держится? Вот лонжерон. А вот и он заканчивается. Вот его тут больше нет. Давайте хотя бы бампер на стяжке присобачим, а? Ну, ради приличия, да? Ну, хоть что-то надо сделать. О, идеально, как новый. Сейчас еще парочку, и все, огонь. Раз. Два. И здесь еще. Раз. Два. О. Бомбалео. Бомбалео. Так. Бомбезно. Лучше и не придумаешь. Ой, я извиняюсь, Форд. Все нормально. Все, огонь. Не болей. Но с кузовом пока еще дырок нету. Внутрь. Только снаружи. Ой. Ой. Ой, кошмар какой, смотрите. Ой. Что это такое? Кусок металла. Видали. Металла кусок нашел. Зашибись. Еще появилась проблема, да просто сел и машина не заводится, ни стартером ничего не делает. Вот такая проблема появилась, долго я ее искал, в чем же причина, стартер сдох, думал, все, стартер надо покупать. Оказалось, все намного проще. Чем лезть вон туда, в эту жопу, которая стартер находится за двигателем, вот в том районе, надо хотя бы, понять, в чем проблема.
Может быть, просто масса отвалилась, и поэтому так все плохо. Так, считаем, 40 литров я заправил. Считается так, 40 литров делим на 537 километров и умножаем на 100. 7,5 литров хавает двигатель этого автомобиля объемом 1,8. Вот так. Дальше, что было дальше? Дальше была замена печки, потому что предыдущий владелец поставил китайскую, и когда она работала, начиная со 2 скорости и до 4, там Боинг взлетал просто. Вибрация по всему кузову. Короче, плохая печка была, пришлось поменять. Здрасте. Ох, жесть какая. Мне надо печку снять. Помогите. Замуздякался-то как, а? Я могу, Демка умеет это, залезть в такую задницу и разодрать все руки. Как так возможно вообще? Как так получается? Здесь даже нету... А, нет, вот есть Кортекс. Контекс, блин. Прокладка долбаная. Нахрен прокладки ваши не нужны. Давайте нормальные. Короче, у кого Ford Focus 1? Да тихо там. Кортекс не берите. Фирму печек. Гудит, жужжит. Такую вибрацию по всему кузову дает. Охренеешь. На 2, там на 1, ладно, нормально. На 2, на 3, на 4, все, капсда, взлетаем, блин. Это Стеллакс, попробуем, посмотрим, как он будет, Стеллакс. Сейчас установлю. Все руки в кровище. Но я установил, проверяю. Ну, намного лучше, чем было. Намного лучше. Имеет место быть. Стеллакс имеет место быть. У меня беда! Закончилась омывайка. Надо за кем-то пристроиться. Зараза, не видно нифига. Дайте воды кто-нибудь. Я почти ни хрена не вижу. Но через камеру видно лучше. Итак, я во 2 раз пытаюсь попасть в Петергоф.
общем, я сейчас кушать, готовить себе. Потом ночью я выезжаю в Исаакиевский, что-то там дворец, что ли, или площадь Исаакиевская, короче. О, ой, красивая елка. Вот здесь вот прикольно. Здесь, понимаете, видимо, Петергоф не то место, куда на Новый год надо ходить, понимаете? А сейчас я нашел одно место по навигатору. Не знаю, по идее должно быть красочное, и можно подъехать на машине прям к берегу залива. Сейчас узнаем. Прокатитесь со мной по ночному Санкт-Петербургу. Здесь просто сама аллея. Посмотрите, какая, блин, не знаю, передается это на камеру или нет, это очень красиво. И вот там вот, где кончается последний фонарь, там залив. Обалдеть. Смотрите, вышка Газпрома. Или как она, башня. Ё-моё, красота. Гляньте, какая красота. Тут еще и по льду ходить можно. Или я уже по нему иду? Ну, ходит вроде. Обалдеть. Да, он ходит. Не провалиться бы нафиг. Блин, я гуляю прям по Финскому заливу, прям по воде хожу. Ну, замерзший. Прикол. А там это еще так мигает. Вышка это, башня. Если я не ошибаюсь, это же Газпромовская башня. Блин, стадион вон там тоже рядом. Блин, красиво. Летит самолет. Не, это дрон. Или это самолет. Вон там самолет наверху летит. Видите? Фиг его знает, видите, нет? У меня на камере вроде видно. А нет, это все-таки самолет. В общем, очень прикольно. Летом, если помните, я тут был, стрим проводил тоже в этой же части, только вон там вот где-то дальше. Сейчас я тут поближе. Ну, прикольно вообще. Круто. Я в Питере, ё-моё. Машинка, хоть и гнилуха, но меня довезла. До Питера, надеюсь, по Питеру покатает. Ночью у меня планы. Да. И еще и домой привезет. А у меня тут ламповая атмосфера. Плиточку достаем. Лучочек режем, кушать готовим.
пока вскипает водичка, нужно будет нарезать лучок. Как она быстро здесь вскипает, а? Я уже не успеваю, лук даже не успел нарезать, она уже вскипела. Как так-то? Ой, я потише можно? Во. Так. Продолжаем приготовление. В доме на колесах, конечно, удобнее всем этим заниматься. Не полулежа, как я сейчас. Но знаете, и на этом спасибо. А мой проект с домом на колесах в роли транспортера. Не знаю, напишите в комментариях, что вы думаете об этом. Он сейчас просто стоит. Слишком много сил он забрал и денег. И толком не ездит. Напишите в комментариях. Я хоть ваше мнение знать буду. Что нужно человеку? В частности, вот мне. Да блин, по ровному счету ничего. Вот как бы. Машина, чтобы ездила. Лучок, чтобы был. Тушеночка. Греча, либо маракушки. И нормально. Тушеночку навалял. Лучочек положил. А кнопку, сука, записи забыл нажать. Вот так вот получилось. Пахнет просто зашибись. Не знаю, я слюни текут. Еще 19 минут будет вариться греча. Потом я ее убираю, поджариваю чуть-чуть лучочек с тушеночкой. Все это, друзья мои дорогие, мешаю. Задавал тут вам вопрос. Но задавал-то я его впустую, по всей видимости. Запись-то я не включил. Вот вы смотрите, да, и думаете, блин, классно, я бы тоже так хотел. Или хотела, да. Я вам так скажу. Это не так уж и просто. Вот так вот сидеть, постоянно сидеть, по 1000 километров, по 1,5 накатывать. Спина отваливается, коленки болят. Сейчас не лето, чтобы на улице можно было готовить. Это нелегко. Но свой кайф в этом есть. В том плане, что вот сам процесс поездки, путешествия. Вот я, блин, вчера выехал с Москвы, я сегодня уже в Питере. И хожу по Питеру, гуляю. Сейчас вот поем, отдохну чуть-чуть. Ночью поеду, еще погуляю. Ну и, конечно же, вам покажу. Напишите в комментариях, если вы так уже делали, кайфуете вы от этого или все же 50 на 50. Или, может быть, вообще один раз так попробовали, сказали, да ну нафиг, я так больше не хочу, дайте мне отель, ресторанчик. Блин, я бы тоже так хотел. Но не все так, как мы хотим, и довольствуемся тем, что имеем. Главное, знаете, чувствовать жизнь и довольствоваться тем, что имеешь. Как же пахнет, ребята, блин. Мне этой порции на 2 дня хватит.
прямо хорошо. Сочно, не сухое, с лучком. Бон аппетит. Я и поем, ладно, это уж слюни текут. Ой, знатно поел. Так знатно, что... В общем, торговый центр «Жемчужина», не ходите. Ну, потому что я там... столь... В смысле, можете ходить, но аккуратней. Вот так вот можно погулять по Санкт-Петербургу в новогодние праздники. Да, приезжайте в центр, здесь красиво. Очень. Петергоф не то, все-таки там нет новогодней атмосферы абсолютно. Елка там наверху такая красивая. Красивее, чем на площади, елки-палки. Форд бедолага. Такой он весь грязный. Итак, я нахожусь на набережной. Вот это вот, видите, навешенное все. Это красный треугольник. Что такое красный треугольник? Сейчас я вам расскажу. Это заброшка. Но очень-очень старая заброшка. Это первая в России резиновая фабрика. Историю она свою начинает с 1860 года, ребята. Представьте себе. Видите? Только что закрыли ворота. Вы могли это слышать. То есть внутри там как бы действующее все. В основном все корпуса заброшены, но внутри там что-то действует. И как видите, ворота закрыли, горит там свет внутри. И, к сожалению, туда никак не попасть. Мы можем с вами наблюдать только вот такие вот руки черные, отпечатки рук.
Жутковато это выглядит. Даже где-то кровавые есть. Так вот, в 1918 году после национализации, исходя из традиционной треугольной формы фабричного клейма, завод был переименован в Красный треугольник. Раньше, в самом начале, он назывался по-другому. Вставлю фотографии, как он выглядел внутри территории, как он, собственно, вообще выглядел. Это очень, на самом деле, великолепное здание, очень старое, очень величественное. К сожалению, я сюда приехал, сейчас 12 часов ночи, 4 минуты первого, и здесь просто бесплатная парковка. Днем здесь платная парковка. Вот. Основной продукцией этого завода в начале 20 века являлись резиновые галоши. В 1900-1912 годах их выпуск возрос с 10 миллионов пар до 20 миллионов пар. И до 25% выпускаемой продукции шло на экспорт. Вот так вот. Так что вы наблюдаете самую первую в России фабрику резиновых изделий, которую, к сожалению, мы уже с вами не посмотрим. Она из красного кирпича построена. И мы видим только кусок стены сейчас. Также там машинные приводные ремни производились, трубы для газопроводов, клапаны для насосов и вентилей, электроизоляционные материалы, медицинские инструменты и прочее. До конца 19 века этот завод был монополистом в этой отрасли в стране. А в 20 веке являлся крупнейшим предприятием по производству резиновых изделий в России и Европе. В годы Первой мировой войны выпускал автомобильные покрышки, противогазные маски, артиллерийские буферы. В 20-х годах, в 1920-х, занимался ремонтом шин и камер. Восстановил производство технических изделий для авиации и тракторостроения, металлургии, автомобильной, бумажной и полиграфической отраслей, для железных дорог и других хозяйственных промышленных сфер. Наряду с выпуском галош освоил изготовление технической и спортивной обуви. В 30-х годах изделий из синтетического каучука. В 2000 году Федеральная служба налоговой полиции наложила арест на активы предприятия, и в мае 2001 года в отношении ОАО «Красный треугольник» было возбуждено производство по делу о банкротстве. А в июле того же года было введено конкурсное управление предприятием при долге 260 миллионов рублей. В общем, все это завершилось в 2005 году, и теперь до сих пор вот так он стоит, брошенный и нафиг никому не нужный. Ну что ты, Форд, братан, блин. Все как не посмотрю, что там с колесом такое. А то я после деревни этой заброшенной в яму попал. Боюсь там, чтоб шишака не было. А то бьет на скорости 110 и выше. Офигеть, да? Это вот питерская соль. Вы гляньте, блин, все белое. Все белое. Ну, это не соль питерская, это он уже сам разлагается потихонечку. В общем, да. Он весь белый. Грязнющий, вообще жесть. Я хоть окна оттер чуть-чуть. Ой, все, ребята,
Тут реально, знаете, как холодно. Я не знаю. Ну, здесь прям очень холодно. Фух. Думал, попаду в этот завод. А в итоге, в общем, не попаду я в Какаду. Там, видите, территория вся закрытая. Я думал даже хотя бы днем, может, просто пойти погулять, посмотреть, что там. Интересно же. Ну, просто на фотографиях там, блин, ну вы видели. Красиво, ну, офигеть. Очень классно. Но, увы. Все, я с 6 утра в пути, а сейчас уже 9 минут первого, поэтому я поеду на какую-нибудь заправочку и посплю. 9 часов утра на часах. Я все еще в Санкт-Петербурге. Выехал в поисках заброшки. Есть у меня еще несколько координат. И сейчас я попытаюсь туда попасть, доехать до них. Ехать через весь Питер нужно, просто совсем с другой стороны все. И вот я доехал до некого райончика. А в интернете пишут, что он заброшенный. Ну, я вижу какую-то стройку брошенную. Ну, тут типа целый поселок брошенный. Но нет. Ну, как бы пока я вижу только стройку. И то она не брошенная, далеко не брошенная. Но проедем дальше. И дальше, может быть, найдем. И целого Питера мало написано. Квартиры с террасами. Блин, сделали просто побольше балкончик и назвали квартиры с террасами. Ну вон, посмотрите, где там терраса-то. Ну, побольше чуть-чуть балкончик. Маркетинг, елки-моталки. Так вот оно и происходит, дорогие друзья, когда ты ездишь по заброшкам. Не всегда, как бы, ты не знаешь, куда ты едешь и что там будет. Может, там и ничего не будет. Здесь поселок вполне себе живой. Вот там вижу брошенное какое-то здание, но скорее всего это... Ну, интересно, сейчас посмотрим. Там прям вот кирпич висит, забором все огорожено. И единственное вот заброшенное здание стоит слева. И камеры. Камеры такие вон. Тут реально какой-то военный объект. Куда я приехал? Ну его нахрен. Вон камера на столбе. Две в обе стороны. Вот заброшенный домик, огороженный забором. Ну, он видно, там вообще в разрухе крыша обвалилась. Проезд и стоянка только по спецпропускам. Вот да. Прикиньте, короче. И вот здесь вот, да, много заброшенных, но вон забором огорожено. Ну, типа, туда люди ходят. Везде проезды закрытые. Ну, пара зданий есть. Конечно, тут бы, блин, не встрять сейчас где-нибудь. Видите, мне написано по навигатору, что нужно туда и повернуть, а там все забором огорожено, как видите. Тут вообще какой-то аэродром, что ли, блин.
пойду пройдусь к этим зданиям. Но они, видите, такие, то есть, ну, блин. Ну, пройтись, я думаю, стоит. Короче, страшно. Прошелся я, походил. Страшно нафиг. Ну, непонятно, что, все огорожено. Камеры везде висят. Вдруг это военная территория. Там просто, короче, пустые здания. Никакого особого интереса не представляют из себя. Ох, блин. Я вот 100 километров нафига сюда ехал. Ну ладно. Я знаю здесь, чего еще рядом есть интересного посмотреть. Я же в Санкт-Петербурге, блин. Слева такое, как море, залив, справа. И ты вот едешь вот так по дороге, по КАДу. И как в фильмах, знаете, вот где-то за границей, когда длинные такие мосты через океан. Вот здесь так же. Ощущения такие же. Просто ты едешь посреди, блин, моря. И ты едешь на протяжении, блин, 11 километров, так, понимаете? Это не так, что ты проехал там, ну, чуть-чуть. Ну, короче, несколько километров ты вот так вот едешь и любуешься. Тут просто вам не видно. Мне видать, а вам не особо. Это очень красиво. Обязательно прокатитесь по КАДу со стороны Кронштадта. Это красиво. Вы не пожалеете. Ну, спасибо, блин. Замуздякал мне все лобовое. Вот тебе надо было это сделать. А вот там, вот, видите, остров такой с заброшками. Вы сейчас такие, да, хотим туда, хотим. Да вот, я там уже был. Видео посмотрите, где-нибудь подсказочка будет. Целый вот остров, и там одни заброшки. Я там был, да-да-да. Ну что, дорогие друзья, сейчас я нахожусь не совсем в Кронштадте. Это нам нужно туда вот назад пройти, проехать. А сейчас я нахожусь в каком-то, получается, парке с таким видом просто чудесным. Сейчас все увидите. Это, дорогие друзья, площадь названа в честь города Инчхон, Республика Корея. 9 февраля 1904 года в Инчхоне произошла легендарная битва крейсера первого ранга «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» с многократно превосходящими силами японского флота. Даже на японском, видите, написано, или на корейском. Вот это дело. И трактор ездит, чистит. Сейчас мы с вами пройдем, вид посмотрим. Вид здесь открывается вот такой вот. Доброе утро вам всем, или день. Блин, а тут все закрыто, что ли? Ну да. Вся кто-то ходит. Вот здесь вот закрыли. Кто-то перелазит, ходит он туда. Спуск к воде и все дела. Так, сейчас хочу сходить и показать вам, да и самому хочется посмотреть на кораблики, которые стоят в бухте. Офигеть, они здоровые. Вот там, видите, треугольник торчит. Вот это корабль нафиг. Он больше, чем вот это здание, блин, раза в 2. Здесь вот такая вот канал такой проходит. Музей макет фортов. Фотоавтомат. Ой, такие там смех, какая там радость в этом фотоавтомате. Как они туда поместились? Вчетвером. Ой, надо сувениры зайти купить. Не забыть бы. Вот, просто гляньте на это. Обалдеть.
Здравствуйте. А тут вход платный, да? Сколько стоит? Кассу напротив. Спасибо. Здравствуйте. А то у вас тут оплачивать, да? А сколько стоит погулять, походить? Карточкой можно? Хорошо. Наша любимая минус 5 ощущается как минус 40. Кстати, да, вот я с Москвы, там, конечно, не так это ощущается. Здесь по-другому. Спасибо большое. Вот за 300 рублей, ребята, можете походить, посмотреть. Здесь всякие такие... Ух ты, здравствуйте. Вот это эхо. Смотрите, смотрите, блин. Как вам показать? Он идет прям, лед колет. Вон он. Раскалывает лед. Вот кто здесь это... Летучий голландец, оказывается. То я тут сидел, пока стрим проводил, смотрю, между этими корабликами плывет. Ну как, думаю, плывет? Здесь же вон все заледеневшее. Летучий голландец, что ли? Это вот он, оказывается, какой летучий голландец. Вот офигеть, смотрите, какие. Это что, торпеды такие, что ли? Блин, я в жизни вблизи их не видел. А там, видимо, вот. Прикиньте нафиг. Я, кстати, не спросил, тут снимать-то можно? Да пофиг, короче. Маяк вон там. Впереди. Телеуправляемая электрическая самонаводящаяся торпеда. Это вот это вот. Прикиньте. Минный защитник. Это, походу, мина сама. Это артиллерийские всякие снаряды. Это воздушные. Прикол. Смотрите, какие. Тут, правда, вон, ничего, все поддиралось. Круто. Офигеть, он здоровый. Он просто огромный. Хотя есть больше. На самом деле там подлодка. Смотрите, это подлодка. Офигеть. Такие катера. Не залезать написано. Блин, а так хотелось. Блин, реально, ой, как холодно. Ветер еще такой холодный. Ну, наверное, летом здесь намного прикольнее гулять. Так что это, записывайте, ребят, куда съездить и что посетить. Тут есть на что посмотреть. Офигеть, это на гусеницах. Это этот, как его? Звездные войны нафиг. Да не, на самом деле подводные, глубоководные штуки. Вон, видите, с этими. Мы только по телеку такое видали. А здесь вот так это все выглядит. Щупальца. Вот и еще. Смотрите. Подводный аппарат «Лангуст». И маяк. Смотрите, сколько этих аппаратов.
Это все подводные аппараты вон, с щупальцами, с прожекторами. Ох, нифига он здоровый. Ой, это что такое? Наблюдательная камера. Что, серьезно? В смысле, а как то залазить? Снизу, что ли? Наблюдательная камера предназначалась для обеспечения выполнения широкого спектра работ. Телевизионные фотосъемки подводно-технических судоподъемных работ, обеспечение выполнения поисково-спасательных и других работ в ограниченной области моря без проведения спуска водолазов. Ага. Вот это окошечко. Походу туда человек залезал и отпускали на большую глубину. Вот эту штуку. Видите, какая она? Или нет. Или там камеры внутри стояли. Вот напишите в комментариях, может вы знаете. Офигеть, она деревянная. То есть, вернее, маяк-то деревянный. Я думал, он каменный. А он деревянный. Экспонат. Вот так вот. Вот там как раз плывет этот ледокол. Колет лед для судов. Это тоже экспонат? Да нет, его купить можно. Ребята, скиньте на экспонат. Да ладно, шучу, не надо мне ничего скидывать. Не, так можно, просто на бензинчик. И то за это вам спасибо большое, что включаете подписку на Бусти. Некоторые из вас уже включили подписку на Бусти, и спасибо вам большое. На регулярной основе поддерживаете меня на всякие поездки, на всякие штуки прикольные, интересные для связи с паранормальным. Я вот этот спиритбокс приобрел. Давно его хотел. Вы его уже видели. Это видео выйдет после того самого видео со спиритбоксом. Вот, и спасибо вам большое за вашу подписку, за донаты. Просто кто денежку скидывает на Сбербанк там или Donation Alert. Спасибо вам большое. Я вам очень благодарен. Холодно, пипец. Надо обратно переключить. О. Смотрите, какой он здоровый. Блин, как бы так его показать вам в сравнении с чем? Даже не знаю. Смотрите, какие тросы его держат. Это он вот так вот пришвартован. Здесь вот такой трос тянется туда, а там вон буй. Это этот, блин. Я думал, самолет летает, а этот, походу, который на подушках с пропеллером. Обалдеть. Слушайте, не зря я сюда заехал. Прямо не зря. Такое вам, ребята, показать за 300 рублей не жалко. Там он лед потрескался. Видали? Вот так стоят, пришвартованные. И мне кажется, они могут запуститься и выплыть отсюда спокойно. Вон там еще кораблики стоят какие. Слушайте, ну я сюда зашел, а туда нельзя, что ли, получается? Там вон эта подлодка стоит. Там вдалеке, видите, вот эти парусники, яхты. Это вот, это не провода электропередач. Это вот яхты, парусники стоят. Красиво очень тут.
Наверное, вы слышите, как ветер задувает. Здесь, да, он здесь дует прям сильно. Пойдемте посмотрим эту штуку. Ё-моё. Там вам видно будет, нет? Не видать вам. К сожалению, вам не видать. В этот бинокль. Лед-то вообще тоненький. Вот смотрите, вот это, видите, написано опасно, крышки открываются автоматически. У меня вопрос, а как туда заряды помещались? Ну, в смысле, кто их туда пихал? Какая-то автоматическая машина должна была быть. Там он тоже такие есть. Кстати, вот этот вот кораблик называется «Беспокойный», который здоровый. Называется он «Беспокойный». Вот этот кораблик сейчас, видимо, поплывет маленький. Там вот люди ходят, обслуживают. А это что? Это просто вот такая беседка, что ли? Вот, это ряж, поднятый со дна Финского залива. Кронштадт — это крупнейшая в мире фортовая крепость. Форты, построенные на искусственных островах. Для их создания применяли старинную технологию строительства на ряжах. Это срубы из бревен диаметром 30-40 сантиметров. Их рубили на льду, загружали камнями, под весом которых ряжи прочно вставали на дно. На составленном из таких срубов основании возводились форты. Это вот эта вот штука поднята со дна. Офигеть, прикиньте. А это что-то очень старое. Тоже, видимо, где-то на дне была, раз так сгнила решетка. Это прямо, как вы видите, изогнутая решетка. И ее сохранили, видимо, специально в таком виде, в котором ее достали со дна. Вот еще экспонат какой-то. Попадание снаряда, что ли. Офигеть. Вы видели вот это? Это не экспонат типа сделанный. Это по-настоящему попавший снаряд в эту стену. Смотрите, как выгнуло. Расплавило, выгнуло бетон. Или это металл. В общем, офигеть. Вот это я, впервые в жизни такое увидел. И вам показал, ребята. Да уж. Такие вот штуки какие-то. Бинокулярные перископические приборы. Я закупился сувенирчиками. Даже вот у маяка лавка. Потратил хер вот еще денег. Но я не мог устоять и не взять себе корабль. Ну и еще парочку маленьких сувенирчиков. Блин. Ну, ладно. Первый раз в жизни тут был. Хотя бы сувениров себе купил. Ну что, дорогие друзья, надеюсь, вам понравилось это видео. Сейчас 6 января
я выдвигаюсь уже в сторону дома, чтобы завтра на Рождество быть дома. Ну и что мы имеем по итогу, дорогие мои друзья? Дорогие мои друзья, я вернулся, все хорошо, уже прошло довольно-таки много времени, сейчас уже февраль, да. Что я могу сказать? Машина меня довезла, несмотря даже на то, что она такая гнилая, и как она вообще держится, фиг его знает. Ну, может, конечно же, там есть какие-то элементы кузовные, которые еще не сгнили, которых нам с вами не видно. И это не может не радовать. Она уже много принесла контента, заброшенные деревни. После этого ролика тоже будут заброшенные деревни. Машина отрабатывает свои деньги, так скажем. Конечно же, в отличие от транспортера, который, сколько в него было вложено, он до сих пор толком контента никакого не принес, кроме того, что я его постоянно чиню. Ну, только такой контент. У меня много материала, на самом деле, по поводу этого транспортера, но я его не выкладываю, потому что там, блядь, скукота нафиг. Ну, как-нибудь выложу, сделаю что-нибудь интересное. Спасибо большое, что посмотрели до этого момента. Огромное вам всем спасибо, что поддерживаете канал, ставите лайки и смотрите видео полностью. Пишите комментарии, что вы думаете. Желательно побольше 5 слов. Да, ну, чтобы канал продвигался, видео продвигалось, чтобы его посмотрели больше людей. Ну, а я вам желаю счастья, мира, добра, любви и удачи, конечно же. Всего вам самого наилучшего. И всем пока.